Сегодня мы поговорим о принятии различных ферментов при переедании с рекомендациями врача-гастроэнтеролога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании к видео. На платформе Boosty вы сможете увидеть весь контент, который выходит и который по тем или иным причинам не может быть опубликован на канале. Ну тогда начнем. Нужно ли принимать ферменты при переедании? Люди часто считают это отличным лайфхаком. Если не смог вовремя остановиться во время праздничного ужина, выпей мизимчику, и станет легче. Кроме мизима в ход идут фистал, креон, панкреатин и другие ферментные препараты. Действительно ли они эффективны? На самом деле это разные торговые названия одного действующего вещества – панкреатина. В его составе 3 фермента – амилаза, липаза и протеаза. Амилаза отвечает за расщепление углеводов, липаза – жиров, а протеаза – белков. Звучит отлично. Добавить побольше ферментов вдобавок к своим собственным и пусть работают сообща. Наверняка справиться с перевариванием пищи в 2 раза быстрее, если мы откроем инструкцию к любому из ферментных препаратов. Увидим показания. Заместительная терапия недостаточности экзокринной функции поджелудочной железы у детей и взрослых, обусловленной разнообразными заболеваниями ЖКТ. С целью улучшения переваривания пищи у пациентов с нормальной функцией ЖКТ в случаях погрешности в питании, употребления жирной пищи, переедания, нерегулярное питание и так далее. Казалось бы, все сходится. Как на самом деле? Действительно, есть много исследований, которые доказывают эффективность препаратов панкреатина. Вот только в них говорится о применении этих лекарств при недостаточности экзокринной функции поджелудочной железы. Это когда поджелудочная не может вырабатывать ферменты в количестве, нужном для нормального пищеварения. А это происходит, когда от поджелудочной остается всего 10% и менее. Тогда принимать их можно и нужно. Например, при хроническом панкреатите после хирургических операций, но исследований, которые бы доказывали, что целесообразно принимать ферменты при переедании, нет ни на одном медицинском ресурсе. И не важно, что нет исследований. Это же логично – принять ферменты, чтобы помочь пищеварению. Давайте разбираться. Чувство тяжести, распирание живота и боль при переедании возникают из-за того, что пища давит на стенки переполненного желудка. Если съесть больше, чем вмещает желудок, начинаются неприятные симптомы. Когда пища эвакуируется из желудка в кишечник, обычно тяжесть постепенно проходит, а ферменты действуют уже в кишечнике. При взаимодействии с желудочным содержимым они просто потеряли бы свойства. В организме секрет поджелудочной железы выделяется в двенадцатиперстную кишку, не в желудок. Поэтому таблетки мизима и других ферментных препаратов покрыты кишечно-растворимой оболочкой, чтобы беспрепятственно пройти через желудок и подействовать в кишечнике. А почему бы не выпить таблетку, чтобы помочь пищеварению в кишечнике? В норме во время одного приема пищи поджелудочная железа выделяет минимум 720 тысяч единиц панкреатических ферментов. Для сравнения, одна таблетка мизима содержит 3500 единиц. Есть и большая дозировка – 20 тысяч единиц. Такое количество – просто капля в море, оно не поможет переварить весь объем съеденной пищи. И нет, это не значит, что нужно залпом выпить 2 пачки препарата. Это не безобидное драже, нельзя забывать, что у лекарств есть побочные эффекты, а передозировка может быть опасной. Я выпил ферменты, и мне помогло. Помогли не таблетки. Возможно, это эффект плацебо. Или вы немного подвигались, что ускорило моторику желудочно-кишечного тракта. А может быть, просто прошло достаточно времени после плотного ужина, минут 30-40. Когда-нибудь все равно станет легче, вне зависимости от принятых препаратов. Так что не надо лечить тяжесть в животе и обострение гастрита с помощью мизима, креона и других ферментов. Ферментные препараты не имеют смысла для людей, у которых нет проблем с функционированием поджелудочной железы. А тяжести и переполнение без переедания чаще вызваны функциональной диспепсией и связаны с нарушением моторики желудка. И действовать нужно именно на нее, а не принимать мизим для желудка, который в желудке вообще не работает. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту вовремя и никакого самолечения. Поделитесь своими комментариями под видео. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!